Робот-пылесос от Xiaomi с минималистичным дизайном и топовыми материалами, великолепной сборкой, небольшая высота устройства всего 81 мм, который является по большому счету уже золотым стандартом даже у топов, что позволяет ему убирать в труднодоступных местах. Мощность всасывания стандартные 2200 паскалей, можно сказать, что железные, потому что они здесь реальные. 4 степени силы всасывания, 3 режима уборки, совмещенная сухая уборка и влажная, встроенный гироскоп, хорошее время автономной работы и удобное приложение, в котором можно устанавливать русскую озвучку. Я думаю, вы знаете, о чем я. Не буду цитировать про кожаного. Обо всем я расскажу далее в обзоре на Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite. Ох, и развелось их у Xiaomi-то. Тесты его работы обязательно, как всегда, ближе к концу. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и к моей великой радости я сегодня вам расскажу об очередном Xiaomi-шном пылесосе. Почему великая радость? К тому, что дешевые роботы-пылесосы от Xiaomi у меня были, наверное, года 2 назад, когда я купил свой первый робот-пылесос, как раз о нем рассказал, он набрал почти 200 тысяч просмотров, может уже есть эти 200 тысяч. Это дело из разряда must-have. Почему? Потому что любой, кто когда-то использовал ту же посудомойку, стиральную машину, машину для сушки, понимает, что роботы-пылесосы, если особенно они не супер дорогие, очень сильно упрощают вашу жизнь. Да, здесь нет лидара, с одной стороны. С другой стороны, здесь есть все, что только может быть, потому что это Xiaomi, потому что это их, не знаю, какая реинкарнация, но смысл в том, что вот это венец инженерной мысли для пылесосов из разряда чуть-чуть дороже лоукоста. Но для Xiaomi это низшая планка. 2200 паскалей, что стандартно, но для Xiaomi плюс то, что это реальные 2200 паскалей. Профессиональный режим уборки, сомнительная штука. Разумеется, он может протирать, разумеется, поддерживается Mi Home, и, разумеется, здесь есть 25 сенсоров различных. Все максимально красиво, все максимально подробно. Будем вскрывать. Плюсы подобных устройств в том, что уже ремонтных мастерских море, расходников просто. Весь Алиэкспресс забит расходниками, да в принципе их и на Авито можно приобрести. Что у нас по комплекту? Цвет, блеск, красота. Все аккуратно, красиво, пусть и дешево. Небольшой. Крепление только... Нет, не только. Получается стандартная, даже у дорогих пылесосов есть такая штучка. Удобно, просто Simply Clever. Единственное, довольно маленький резервуар. По поводу автомата и всего остального расскажу, но мне кажется, что здесь не механическое, а автоматическое распыление, потому что это не супер дешевый пылесос. Документация, разумеется, и на русском языке тоже. И щетка. Щетка смотрим потом, является ли запасной. Тряпочки микрофибра в количестве, правда, одной штуки. И вот это эпичный фейл, если под крышкой нет вот этой вот штуковины, которая очищает турбощетку. Ну, значит, здесь турбощетка в наличии. Тоже плюс. Вот еще одна тряпочка у нас запасная. Пылесос довольно легкий. Смотрим сразу турбощетку сходу. Является ли она разборной? Если разборная, плюсом в карму. Если нет, ну, я к этому делу привык. И барабанная дробь, да, вы можете ее разбирать. Плюс в карму, притом довольно серьезный. Почему? Потому что вот так намного проще разбирать и чистить турбощетку, чем по-другому. Я думаю, все, кто имели когда-то роботы-пылесосы, поймут, о чем я. Понятно, что можно купить новую, понятно, что они будут забиваться все. Если есть животные, либо женщины в семье, то вот сюда будут наматываться волосы стабильно. Их можно будет срезать вот такой штуковиной, но легче намного разбирать и после разборки очищать. Так, как все это дело открывается? Проверяем. Есть возможность сброса, есть возможность проверить, как он подключился к Wi-Fi. Что у нас стандартно? Он не такой большой, здесь нет ограничительной пленки, к сожалению. И по поводу фильтров тоже море. Повторяюсь, чем плюсы робота-пылесосов от Xiaomi? В том, что их просто море. Море расходников, море пылесосов, море просто людей, которые пользуются этим делом. И выглядит всегда это довольно неплохо. Напоминаю, что мой робот-пылесос прожил у меня 3 года и все еще у кого-то живет. Примерно так все это будет выглядеть. Где у нас место под кабельное хозяйство? Место под кабельное хозяйство отсутствует. И это еще один фейл. Кстати, где у нас кабель? Вот он кабель. Довольно длинный. Сразу же идет с евровилкой. Нашей любимой, необходимой нам. Но
запихивать его, к сожалению, некуда. Странно, что даже в дешманских пылесосах, каких-то ноунеймах, есть возможность его прятать. Здесь я не вижу, чтобы Xiaomi это дело предусмотрели. Ну ладно, выглядит кабель прилично, если не сказать красиво. Как говорят, RST, но вообще не RST, а EAC. Лицензирован для продажи на территории Российской Федерации, все на русском языке, даже на заряднике. Собирается все элементарно, просто, если честно, каждый раз, когда я Xiaomi-шные пылесосы смотрю и проверяю, я вижу, что вот Ctrl-C, Ctrl-V, они просто где-то что-то улучшают, где-то что-то обрезают. Здесь из фейлов сразу же, это не то, что здесь одна щетка это стандарт, даже для дорогих пылесосов нет лидара, все остальное цвет, блеск, красота, мне нравится, протестирую, расскажу, смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Прикрепим мой телеграм-канал Болталка, где больше 7000 человек помогают друг другу, и на 42 тысячи человек телеграм-канал с промокодами и выгодными предложениями на Алиэкспрессе. Что попало, не постю, так что подписываемся. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к роботу-пылесосу. Поставляется данный робот-пылесос только в белой расцветке. Дизайн минималистичный, лично мне больше импонирует его дизайн, чем дизайн у других роботов-пылесосов в этой ценовой категории. Корпус выполнен из качественного матового белого пластика, тактильно очень приятного. Габариты, приближенные к стандарту, 353 мм в диаметре и 81 мм в высоту. Вес 3 кг 100 граммов. Из-за небольшой высоты он спокойно убирает прикроватную область и труднодоступные места, у многих даже под кровать сможет зайти. Сборка меня очень порадовала, нет никакого скрипа или тарахтений деталей. На корпусе расположили две прорезиненные кнопки с LED-подсветкой, кнопка включения-выключения уборки, кнопка возврата на док-станцию, гироскоп для точной оцифровки планировки дома. И могу сказать, что это действительно так, и каждый раз после включения уборки робот-пылесос постоянно убирается по более прямому, зигзообразному маршруту, в отличие от других роботов-пылесосов, которые у меня недавно были на обзорах, а их было уже очень много. На борту 25 датчиков, в которые входят датчик столкновений и инфракрасные датчики для более точной уборки в помещениях с множеством различной мебели. Также на дне мы видим 4 датчика высоты, 2 контакта для зарядки, 2 основных колеса и одно поворотное. Далее есть одна боковая щетка, одна турбощетка, которая вдобавок разборная, что очень даже удобно и не часто встречается даже у топов. С тыльной части есть отверстие под динамик и в стоке озвучка на английском языке, но в приложении можно устанавливать русский, что более чем хорошо. Далее пылесборник на 450 мл, не сказал бы, что он вместительный, но в принципе для уборки обычной однушки-двушки достаточно. А вот резервуар для воды действительно маловат, всего 270 мл. Но он электронный с 3 уровнями подачи воды. К слову, он не протекает, когда стоит на док-станции, что очень даже хорошо и приятно. Можно сказать, что это была болезнь даже у топов в прошлом-позапрошлом году. В этом году это все дело уже вылечили даже у лоукоста. Летим дальше. Мощность всасывания 2200 паскалей. На борту 3 режима уборки: сухая уборка плюс влажная уборка и влажная уборка а-ля протирка. Мощность регулируется 4 режимами. Это бесшумный режим, стандартный, средний и турборежим. Уборку робот-пылесос может производить, как я уже говорил, по зигзообразному маршруту. Также можно включить влажную уборку вдоль краев мебели и спиральную уборку. Преодоление препятствий высотой 2 см пороги проходят спокойно. Но с другой стороны это и минус, так как на некоторые препятствия выше 20 мм он пытается заехать и моментально застревает, лично у меня. Далее, док-станция небольшая, выполнена в соответствующем стиле. Габариты ее 150 мм на 135 на 97 мм. Емкость аккумулятора 2500 мАч. Полный цикл зарядки занимает 2 часа 57 минут. 44% потребовалось роботу-пылесосу, чтобы убрать площадь в 30 квадратных метров за 50 минут в стандартном режиме при сухой уборке. В целом время автономной работы не превышает 2 часов, чего, как по мне, более чем достаточно для квартир до 100 квадратных метров. Возвращается на док-станцию он, как только процент заряда упадет до 20%. Далее, приложение для полноценной настройки работы робота-пылесоса называется стандартно для Xiaomi Mi Home. Доступно оно как на Android устройствах, так и на iOS устройствах. Для подключения робота-пылесоса необходимо поставить, разумеется, регион России, потому что он локализован. На главной странице с устройством есть карта уборки. К слову, карту строит он хорошо, но взаимодействовать с ней нельзя. Нет возможности установить виртуальные стены или выделить какую-то область. Далее есть возможность настроить режим уборки и начать ее. По окончанию уборки можно отправить робота-пылесоса на док-станцию. Разумеется,
Разумеется, это все можно делать дистанционно, так как робот-пылесос подключается по Wi-Fi. Вы ушли куда-то в магазин, вспомнили, что робот-пылесос должен убраться, нажимаете на телефоне, чтобы он начал убираться, пришли, и он уже убрался. Также в верхней части можно увидеть зону, которую он убирал в квадратных метрах, длительность уборки и заряд аккумулятора в процентах, что упрощает взаимодействие с ним. Нажав на троеточие в правом верхнем углу, мы переходим к настройкам. В этой вкладке, кроме того, что я перечислил, можно посмотреть историю уборок, распланировать уборку, настроить режим «Не беспокоить», настроить громкость озвучивания, калибровать уровень устройства, поиск робота-пылесоса. Далее есть статистика расходных материалов и пульт для ручного управления. По поводу статистики для расходных материалов, чтобы вы понимали, там вы сможете узнать, что уже пора менять. Фильтр, допустим, либо щетку, еще что-то, но это довольно редко и, скажем так, полгода можно вообще об этом не думать. Ко всему этому можно остановить отправку карты на смартфон и обновить прошивку. Обновление прилетало, летим дальше. Шум в стандартном режиме составляет в среднем 50 дБ. Если включить турборежим, конечно, бесшумным его точно не назовешь. И использовать турборежим лучше, если вы не находитесь дома. 2 Lite, к сожалению, двигает некоторые объекты, лично у меня. Табуретки, конечно, остаются на месте, но то, как он в них въезжает, не радует в принципе. Столкновение с любым препятствием не назовешь аккуратным никогда. По уборке я более чем доволен, так как его мощность 2200 паскалей, которые не только на бумаге, на деле их хватает спокойно держать пол в стандартной частоте. С крупой справляется, как и все практически роботы-пылесосы, которые у меня были. Возможно, слегка лучше, но в труднодоступных местах убрать крупу он также не в состоянии. Шерстью животных и волосами справляется на ура, вдобавок из-за разборной турбощетки момент чистки ее куда более удобный. На ковер с ворсом в 4 см заезжает без каких-либо проблем, и боковая щетка, на удивление, не застревала. С более коротким ворсом, я считаю, он справляется хорошо. Протирка полов не заменит вам стандартное мытье полов, но сказать, что эта функция бесполезная, я не могу. К примеру, шерсть домашних животных убирает хорошо, да и пыль. Из минусов: нет возможности взаимодействовать с картой, в док-станции не предусмотрен отсек, чтобы можно было спрятать ненужную часть кабеля. Также к минусам отнесу не особо вместительный резервуар для воды. Разумеется, 2200 паскалей это не космос, и не забываем, что лидара здесь нет. А до лидарчика так хотелось бы докинуть чуть-чуть, и у вас уже супер-мега-топ, правда? Резюмирую, Mi Robot Vacuum Mob 2 Lite однозначно один из лучших в этой ценовой категории, если не сказать, что лучше, еще и современный. Так как заявленный функционал он отрабатывает на ура в использовании, удобен, внешне красив, вдобавок очень привлекательный дизайн с действительно качественными материалами. Не забываем подписываться на канал с колоколом, писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре, подписываться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!